Давайте обсудим 5 причин, по которым стоит избегать синтетических витаминов. Имейте в виду, что есть огромная разница между синтетическими и натуральными витаминами. Это не одно и то же. Некоторые говорят, что это то же самое. Молекула есть молекула. Это не так. Тут другая направленность. В природе витамины входят в комплексы. Им сопутствуют микроэлементы, кофакторы, ферменты, связанные факторы и другие витамины. Когда вы покупаете натуральный витамин, он может входить в состав целого комплекса веществ. Это гораздо лучше, чем синтетика. Но всегда есть исключения. У синтетических витаминов есть свое время и место. Их вполне можно применять для кратковременной детоксикации, и это нормально, потому что тогда витамины используются для другой цели — вывод ядов и токсинов. У них важная роль, но на регулярной основе их принимать не стоит. Не нужно пытаться поддерживать ими работу организма, потому что они могут быть токсичны. Многие исследования показывают, что витамины могут вызвать даже рак. Речь идет именно о синтетических витаминах, вроде бета-каротина и других фитонутриентов. Но есть данные, что даже витамин Е может вызвать проблемы. Так что, когда вы слышите в новостях, что витамины якобы вызывают рак, 5-10, помните, что в этих исследованиях фигурируют синтетические витамины. Речь не о натуральных витаминах, которые получают с пищей. Еще один синтетический витамин исключения — это синтетическая версия витамина В1 — бенфотиамин. Это жирорастворимая версия витамина В1, у которой, похоже, нет побочных эффектов. Бенфотиамин отлично преодолевает жировой слой в мозге. Я сейчас говорю о миелиновой оболочке. Он помогает, например, при периферической нейропатии, и он не токсичен. Некоторые водорастворимые витамины не токсичны. Они просто проходят транзитом. Я не говорю, что все синтетические витамины токсичны, но некоторые — да, особенно жирорастворимые. Следующая проблема такая. Из-за приема мощных синтетических витаминов может развиться дефицит других нутриентов. В природе витамины всегда идут в комплексе, и принимая большое количество какого-то вещества в отрыве от других, можно создать дисбаланс. Ведь организм использует разные сочетания нутриентов. Ему нужен не один какой-то компонент, а комплекс разных веществ. По сути, синтетические витамины — это полученные искусственным путем части витаминов. Их синтезируют из минерального масла, дегтя, серной кислоты, кукурузного крахмала. Синтетические витамины очень дешевы. Но взгляните, сколько за них дерут в магазинах здорового питания. Вы будете шокированы, наценка просто огромная, а качество при этом никакое. Синтетические витамины усваиваются хуже натуральных витаминов. В основном я имею в виду витамины вроде витамина Е. Еще у синтетических витаминов нет кофакторов, ферментов или микроэлементов. Оп, чуть все не пропало. Поэтому я всегда рекомендую получать натуральные витаминные комплексы из пищи. Чтобы узнать, натуральный ли витамин, прочитайте этикетку. По списку ингредиентов будет видно, получен ли продукт из трав или других натуральных источников. Если нет, то будет просто написано витамина В1 100 мг, В2 100 мг, В3 100 мг. Все числа одинаковые. В природе не бывает, чтобы все витамины были в одинаковой пропорции. Числа будут различаться. Если вы едите концентрат печени или саму печень, имейте в виду, что у многих людей и без того избыток железа. Так что, если вы едите даже натуральную печень, это концентрированное железо. Это может быть вредно. К тому же в печени очень высокая концентрация витамина А, так что вы можете переборщить и с железом, и с витамином А, если съедите слишком много печени или таблеток с концентратом. Вот еще одно исключение. Хоть печень и натуральный продукт, она может навредить. Итак, синтетические витамины можно принимать для детоксикации. Бенфотиамин тоже можно, а в остальном ищите натуральные витаминные комплексы. Если приходится принимать синтетические витамины, принимайте их недолго. Спасибо за просмотр.